Много-много лет назад, в юности, я одно время жила во Франции. И меня удивляло, что французы завтракают максимум чашкой кофе и сигаретами. Максимум съедают что-то маленькое, сладенькое с кофе. А полноценную еду начинают есть часов в 12 дня. То есть сразу допускают 3 главные ошибки, которые можно сделать на голодный желудок. Про эти и еще несколько ошибок, которые мы делаем на голодный желудок, сегодня расскажу вам я, Юлия Щербатова, кандидат медицинских наук, главный врач клиники. Первая ошибка – пить кофе натощак. Почему нельзя? Потому что кофе меняет кислотность желудка, а он всю ночь спал, и вдруг резко изменилась кислотность. Вы точно таким образом доживете до проблем с желудком, поэтому так не делаем. Еще кофе запускает легкую тахикардию, какое-то беспокойство мысли, кого-то это даже бодрит и нравится, но знайте, что происходит это посредством того, что кофе запускает стрессовый отклик и повышает кортизол. Оно нам надо? Нет, не надо. Когда же правильно пить кофе? Правильно пить кофе после того, как вы поели хорошую еду, полноценного завтрака. Через 20 минут нормально выпить кофе и получить от этого удовольствие. Но еще правильнее, если вы до завтрака полноценного выпьете 300 мл горячей воды. Температура 50-55 градусов. Можно с лимоном, можно без, как хотите. И тогда ваш желчеотток будет подготовленным к приему пищи, а когда вы поедите и выпьете чашку кофе, тогда ваш обмен веществ станет правильным. Вторая ошибка – пить мультивитамины натощак. Никогда так не делайте, особенно если в назначении от вашего врача есть прием жирорастворимых витаминов, таких как витамин А, D, Е, К. Это жирорастворимые витамины, поэтому в отсутствие в желудке жиров они всасываются очень плохо. Считайте деньги на ветер. Единственное исключение – это прием препаратов железа. Так как железо лучше всасывается, когда в желудке нет никакой еды, то его нужно принять либо до еды, либо через 2 часа после еды. Исключение – это такие препараты железа, на которых написано, что оно липосомальное или сукросомальное. Вот тогда это значение не имеет. Третья ошибка – это заниматься интенсивным спортом натощак. Многие так любят делать. Говорят, якобы чувствуют какую-то легкость. На самом деле это ошибка. Почему? Потому что для того, чтобы вашему организму построить новые ткани, собственно, мы же за этим ходим на спорт, нужно откуда-то взять энергию. Если вы не поели перед тренировкой, знайте, что организм обмануть нельзя, и он обязательно найдет себе эту энергию. Что он сделает? Он достанет их из наших же тканей, из нашего же организма. И тогда получится такая тупиковая ситуация. Вроде хотели пользу сделать этим самым спортом, а получилось наоборот. Поэтому логика такая. Если вам прям хочется что-то такое сделать двигательное натощак, легкая разминка, растяжка, аэробное дыхание прекрасно подойдут. Потом будет настоящий плотный хороший завтрак, а уже потом будет интенсивный спорт. И вот тогда польза будет максимальной. Ошибка 4. Курение натощак повышает сосудистый спазм, запускает кортизоловый выброс, увеличивает риск развития гастрита и язв, а особенно вместе с чашечкой кофе вот такой дуэт просто разрушает все. Ну и самое главное, да не курите вы вообще. Ошибка 5. Есть фрукты натощак. Я знаю, что многие из вас так и делают. Заменяют завтрак фруктами или даже обед. А кто-то умудряется еще и в перерывах съесть. Что же здесь неправильного? Во-первых, это большое количество прямых простых углеводов, которые запускают инсулиновый круг, которые запускают гликацию, которые не дают в буквальном смысле правильно сформироваться вашему энергетическому балансу. Есть еще один нюанс. Во фруктах есть фруктоза, а не глюкоза в большей степени. Фруктоза опасна тем, что она не требует на свое усвоение инсулина. И в этом ловушка. Фруктоза, и это доказано, запускает ожирение печени, так называемый жировой гепатоз. И оно нам не надо. Итак, когда же есть фрукты правильно? Точно так же, как и любой другой десерт. Когда после приема основной пищи прошло минимум 45 минут и лучше даже час. Фрукты, помимо того, что они доставляют нам пищевое удовольствие, принесут с собой еще, конечно же, фруктовые кислоты, изменят кислотность желудочного сока и повысят уровень сахара в крови. И от нашего организма потребуется все это переработать. Поэтому, если мы хотим правильно есть фрукты, еще раз внимание, через час после еды. Ошибка номер 6. Пить холодную воду после пробуждения. Да, понятно, что после ночного сна, после нескольких часов такого обезвоживания, когда мы дышали, еще и потом сходили в туалет, выяснилось, что водный баланс у нас плохой. И хочется прямо
выпить какой-то водички с утра. Помните, что если вы выпьете холодную воду, то вызовете сосудистый спазм в слизистой оболочке желудка и тонкого кишечника, замедлите желчеотток и снизите в целом энергетический баланс организма. Поэтому правильно пить горячую воду. Это древний принцип аюрведической медицины, китайской медицины, тибетской медицины. То есть народы с древности знали о том, что нельзя пить холодную воду натощак. Выпейте стакан горячей воды, а потом позавтракайте. Тогда будет правильно. Ошибка 7. Стрессовать, ругаться, читать тревожные новости с утра. Потому что, когда мы проснулись, гормональный круг, наши циркадные ритмы подразумевают определенный ход событий в организме. Для того, чтобы еда, которую мы съедим, правильно усваивалась. Для того, чтобы энергия, которую мы получим из еды, все-таки была полноценной. То есть много-много всяких превращений. Когда мы читаем плохие новости, когда мы начинаем ругаться с утра, запускается выброс кортизола. Вместе с выбросом кортизола подходит еще одна неприятность – это повышение сахара в крови. Вы еще ничего не съели, а уровень сахара в крови уже повысился. Поэтому, когда доходит дело до еды, если мы еще в этот момент, пока ругались и читали плохие новости, ничего не съели, то вы гарантированно в тот прием пищи, который последует за этим, съедите гораздо больше и, скорее всего, всякого неправильного. И съедите все, что не приколочено, потому что организм потребует восполнения энергии. Какой совет? Не читайте плохие новости с утра. Не берите в руки телефон. Не ведитесь на всякие провокации. Отрегулируйте личные отношения. Пусть ваше утро всегда будет приятным. Совсем простой совет по минимизации стресса с утра. Лучше выйдите на прогулку самостоятельно или с собакой. Сделайте дыхательную гимнастику. Просто побудьте с самим собой. Настройтесь на нужный день, на текущие события и потом только принимайте пищу.